Всем привет! Добрейшего дня! Последние зимние деньки. Решил снять видео о том, как еду в дом под землей. Метель идет. Ну, можно сказать, метель, да. У нас вообще снега не так уж и много в этом году выпало в нашей области, но сегодня прям заметает наконец-то. Какая красотища! Я просто не мог не показать вам этого, только лишь поэтому включил камеру и решил вообще начало ролика снять вот в таком формате, когда за окном идет снежок, насыпает, на деревьях тоже снежок лежит. Скорость у меня всего лишь там 90 км в час, ну пока я не хочу гнать, просто наслаждаюсь пейзажами, вот этой вот атмосферой красоты. Знаю, даже зимнего леса. Пока что еще зимнего, потому что февраль уже потихоньку подходит к концу. И, соответственно, скоро уже март. Ну, а потом уже и весна придет со всеми вытекающими, когда все растает. И весь вот этот снег, который сейчас идет, превратится в огромные потоки, ручьи, которые хлынут по овражкам, вдоль дорог, по каким-то канавкам. И все это будет стекаться в озера, в реки. Ну, может быть, даже, не дай бог, где-то будет подтапливать какие-то дома. Этого, конечно, не хотелось бы. Вот, пока не будем забегать так далеко вперед. Ну, просто какие-то вот философские мысли посещают, когда вот едешь и наслаждаешься вот этой вот безмятежностью бытия. И как-то ничего не надо вообще, ни, там, не знаю, вкусной еды, ни большого денежного запаса. Главное, что просто вот это вот сейчас вот видеть, вот в конкретно данный момент. Кстати, о еде. Надо сейчас будет еще в магазине остановиться, купить пару банок тушенки. А вообще случай необычный. Дело в том, что в мой дом под землей едут гости. Ну, а человек, который, кстати, в гости-то едет, это Виктор. У него раньше был свой канал в Ютубе, «Лесные тайны» назывался. Потом он по какой-то причине перестал снимать видео на этот канал. Ну, может быть, сегодня задам ему этот вопрос, может быть, что-то он ответит. Ну, а так вообще целей, то есть особых каких-то нет. Просто отдохнуть, порадоваться жизни. Ну и пока еду, вот наслаждаться вот такой вот чудесной просто дорогой. Ну, сумасшедшая картина предстает передо мной. Просто великолепие какое-то, обалденно. Поэтому, друзья, садитесь поудобнее. Я надеюсь, что эти там сколько, 20, 30, может быть 40 минут вы проведете вместе со мной. Если что-то будет интересное, буду тоже включаться. Может быть, что-то еще красивое покажу. Обычно вдоль трассы, когда едешь по дороге, вдоль трассы стоят косули в полях. Сейчас вот я сколько смотрю, ну пока не вижу. Может быть, попозже увидим. Но в полях, кстати, как вы видите, снега-то довольно-таки мало у нас. Вот иногда здесь вот можно увидеть косулей. Садитесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра. Еще раз погнали. Вообще не подгадывали мы эту встречу, мы заранее просто договорились о именно дне. Я имею в виду, не подгадывали погоду. Ну, как некоторые сейчас снимают ролики, какой ролик не включишь, везде там выживают метели, спасаюсь от мороза, там минус 50. Какие-то апокалипсисы вечные у них происходят. Но вот у меня то же самое, но это не было задумано заранее. То есть мы просто день выбрали, понедельник. Вторник. Сегодня вторник. Понедельник был вчера. Вот, вторник выбрали и поехали во вторник. Ну, я не ожидал такого. Обгонять я не вижу смысла по большому счету, потому что там впереди еще штуки 3-4 фуры. Когда поворот был, я это увидел. Думаю, просто, это не несет какого-то безопасного движения для меня, мне это не нужно. Мне главное доехать тихо, спокойно. Вот и они, вижу. Все. Привет. Здорово. Привет. Как добрались-то? Нормально? Нормально? Минус 30 было градусов, выезжали. Да, сейчас ровно в половину теплее стало. Ясно. Ну что, собираемся-то, да? Погнали.
Ой, снега навалило прям выше колен уже. Тут уже без лыж никак. Прилично нападало. Если кто не понял, сегодня со мной Виктор и его брат Евгений. Вот он там сзади. Вот. Трасса снегоходная закончилась и началась у нас целина. Поэтому я и решил достать камеру и поснимать немножко. Вот. Снега выпало достаточно по сравнению с прошлым разом. Хоть чуть-чуть появился, он это радует. Сейчас где-то через часок, я думаю, мы доберемся до дома под землей. Ну и там уже Виктору мешать не будем. Он будет снимать свой видеоролик. А мы, наверное, с его братом Евгением будем где-то в стороне греться около печки. Погода отличная. В ночь обещают минус 30. Будет ли минус 30 или нет, не знаю. Но хотелось бы. Хотя возможности дома уже известны. Тем более сегодня я не один. Если что, все сможем заготовить и дрова напилить, и наколоть их. Проблем никаких не будет. Еле-еле сыпет снежок. Но скоро закончится. Зато сами видели, пока я сюда ехал, какая метель была на дороге. Ну и вот снежок. Вот он. Как его навалило, это нормально прям. С полметра. Но он на пеньке. Че, все нормально? А? Ну ладно. Я потихоньку дальше буду идти, как устану, встану. Все равно след мой увидит. Вот она, красотища. Природа, матушка. Все белым-бело. Лепота. О, вот так вот. Кайф. Согласитесь, это просто что-то невероятное, да? Казалось бы, 4 часа назад сел за руль автомобиля, находясь в городе, и вот я в глуши, вдали от цивилизации, где можно кричать, делать все, что хочешь, и наслаждаться пейзажами. Фух. А через полчасика у нас будет теплая печка. А через полтора, наверное, даже что-нибудь поедим. Но это просто праздник какой-то. Вон уже домик. Подошли. И тут прикол такой, смотрите, следы лосиные. То есть он какой-то ошпаренный, что ли, был. Раз. Здесь он дрифтанул. Резко побежал в обратную сторону. Такие прыжки размашистые были. Причем круги лосиных следов, вот они там идут. Потом туда к дому. Потом он обратно сюда побежал. Здесь зачем-то он развернулся. Опять потом туда побежал. И вот опять следы вот здесь вот пошли. Намело на бане, он почти метровые сугробы уже лежат. Сейчас тут откапывать домик придется. Но зато тепло будет. Столько снега, дом будет греть.
дополнительный утеплитель, это прекрасно. Минус 15, кстати, сегодня. Достаточно тепло. Вон, крыша бани, вообще кошмар. Все нахрен замело. А лось вот покуражился. Вот он покуражился туда, куда-то потом ломанулся опять туда. По колено. По колено снега. Ну и вот она, баня наша. Тут сколько, ё-моё, почти метровый сугроб. Смотрите, трубу даже не видно. По-хорошему вообще печку затопить сегодня и в баню надо, наверное. Охренеть. О. Вот она. Хитрожопая работа блогера. Сначала дверь открыть, камеру поставить, потом дверь закрыть, и потом заново ее открыть уже на камеру. Ну а как вы хотели? Все для красивого кадра. Вот. Если бы всегда был с собой оператор, то, конечно, он бы мог раз забежал туда внутрь и стоять, снимать. Ну а когда вот человек один снимает, то всегда вот такая вот легкая физкультура. Отпад просто. Такой огромный дом просто. Большой. Просто неимоверное количество работы проделано здесь. Столько трудов, столько сил, энергии. Да. Ты не пасашь, ты знаешь, да? Да. А самое главное, мы зашли, и я подошел к градуснику, посмотрел, +1. То есть на улице минус 15, здесь +1. Ну еще снегом замело весь дом, и поэтому прям тепло. Окна вон. А окна-то вообще прям почти все снегом завалило. То есть вон здесь инеем покрылись они, ну, наледью, а вон там снег, вон прям видно, он прям по высоту окон. Обалдеть, вообще красота. Я думаю, печку надо затапливать. Да. Ну все, печку запалили. На обед у нас снег с тушенкой. Да шучу, сейчас воду просто делать будем. И вон супцы быстренькие поедим. Быстрого приготовления. Что потом делать-то будем? Дрова заготавливать и ничего не делать, да? Только дрова топить и все, и ничего делать не надо. Вообще красота. А, пилу нашли тоже, вон, отогреваем. Сколько она в доме пролежала, чтобы завелась.
мужики работают. Ну, а я как видеооператор периодически подснимаю что-то. Дровишек заготовили прилично. Стол у нас пока не накрыт ничем, но тут у нас бардак. Зато вещи. По крайней мере, я свои повесил сушиться. Тут их много, прям все висит, сушится. Лепота. Еще что хотел сказать. Сейчас посмотрим, сколько температуры здесь в дальнем углу у нас. Так, ну-ка. Не знаю, видно вам, не видно? Так, да мне это самому не видать. 20 градусов в холодном углу. 20 градусов здесь у нас тоже. Смотрите, какой срач. Такого вы никогда не видели у меня в кадре. Я обычно всегда все убираю, разбираю. Ну, а тут у нас большая толпа людей. Приехала отдыхать, 3 человека. И все валяется, как и должно быть в таких ситуациях. Витин штатив. И я думаю, сейчас будем что-нибудь вкусненькое готовить. Пора бы уже поесть. Как раз снег растопится, растает. Закипит вода. И что-нибудь сделаем вкусненькое. Красота! Тут, в общем, маленький подарок для Алексея. С Новым годом, там с Рождеством и все такое. Плюс платок с чувашской вышивкой тоже, чтобы ему там носить с собой. И чувашский сувенир, чувашская девушка в традиционном наряде. Сейчас повешу сюда сувенир чувашский свой, чтобы он не мешал тут магнитиком. Отсюда сбоку, я думаю, саморез вкрутим.
До завтра. Все. «25 градусов. Мороз давит под утро. Хотя, в принципе, уже время-то 8. Ночью ложились вчера, было что-то 19, что ли, 20 градусов. А сейчас вот под утро немножко поддавил морозец. Красивый дымок наваливает. Чай сейчас пить будем. Какая-то, смотри, неактивная муха, я ее поджопник, я ее, смотри, на палец сел. Запах горелого дерева. Лепота. 25 градусов так и держится, все, то есть, холоднее не станет уже, я думаю. Ну и хорошо, зато машины у нас заведутся нормально. А то, если бы ночью было бы там 32, например, фиг его знает. Уехали бы отсюда мы по домам-то потом или нет. Сейчас еще полянку вам покажу, сумасшедшую. То есть, я раньше там фотоловушку ставил, ну и лоси попадались частенько. Мне прям она очень нравится. Сейчас до нее дойду. Там как раз все солнцем освещено. Вон оно. Да. Дальше. Мне вон те. Там где-то елка, и точнее сосна есть такая размашистая, ветвистая. Вон она вдалеке, по-моему, да, ну. Да и тут и вот эта вот она тоже ветвистая, красивая. Прям очень красивые деревья. То есть если здесь сосны, вон все там, да, они ветки обломлены снизу, то вот там, вон те, они снизу ветки здоровые такие, толстые, толстенные и не сломанные. Ну, потому что сосны друг от друга поодаль растут, выросли, им было пространство. Ой, еще одна красавица. Вот, кстати, тоже огромные ветки снизу. Какая громадина. Ай, красота. Прям такие красавицы, а? Ну, я не знаю, у меня просто слов нет выразить свои эмоции. После снегопада, метели, такие елочки, прям как девчонки в платьицах. Я бы, наверное, так мог их назвать. Ну, красивые, прям, правда. Очень красивые.
Привет Сергею и Евгению с канала Лесной Кот 63. Вы тоже огромные молодцы. Проделали такую колоссальную работу, конечно. Как Мне спалось, кстати. Невероятно. Спалось, да, кстати, очень жарко, ну тепло. Потом немного опустилось, градусов, наверное, до 10-15 тепла. Но я все равно без футболки прям лежал. Классно очень. Да что-то в какой-то момент вообще жарко стало. Я прям Да. из спальника вылез, уже просто так накрылся. Обалдел. И, кстати, привет еще Андрею с канала Forest Punk. Андрюха, привет, Форест Панк, да. Он-то здесь был, еще Да. летом, да. Может, летом, кстати, вместе приедете, было бы здорово. Да, если так. Часы как-то совпадут. Ну да. Посетить тут места, походить, пошататься. Кстати, Андрей, я нашел твое послание в тетради. Вот так вот. Вон из театра. Ну, а сейчас выходили там на улицу погулять. Блин, вообще что-то неимоверное. Солнышко, морозец такой конкретный, птички летают. Что-то они едят там, наверное, да? Да, скорее всего, шишки там маленькие такие. А, ну может. Что-то клюют они их. И прям, я не знаю, картина какая-то сумасшедшая просто. Что-то невообразимое. Невероятное. Будем сейчас потихоньку собираться. И пойдем домой уже. Ну, к машинам. Да. Спасибо дому этому. Спасибо Алексею. Вам спасибо, что Да. приехали. Спасибо брату моему за то, что Да. нашел время и Евгению. привез меня. Евгению, да, отдельное спасибо за доставку Виктора. Сейчас мы его покажем вам. Вот он. Сейчас. Занимается делами тут хозяйственными, да. Ну, воду, снег топит, чтобы в умывальнике вода была. Ну и вообще на дорогу, кстати, вот воду накипятили, тоже остывает она как раз. Точнее, уже остыла, чтобы в дороге нам было что попить. Вот так вот. Ну, я, в принципе, думаю, на этом можно и ролик заканчивать. Вам спасибо тоже за то, что посмотрели это видео до конца. Пишите комментарии под видео, ставьте лайки, ставьте дизлайки, кому захочется. В общем, всем хорошего настроения, всем желаю почаще оказаться, да, чтобы была возможность у вас оказаться в лесу, особенно в зимнем, в морозном, в таком вот красивом. Ну и берегите себя, берегите свое здоровье. До скорых встреч. Ты, короче, подрежешь. Да, это, конечно, да. Этого подземного. Улыкшей. Привет, меня зовут Улыкшей. Ну, это по-чувашски Улыкшей. Как-то и Алексей. Так, сейчас повесим чувашскую девушку сюда. Повесим чувашскую девушку. Сейчас